Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы поговорим о том, как вы можете избавиться от невезения, от неудач, от безденежья, от каких-то болезней с помощью одной уникальной практики. Не забудьте ее записать и постарайтесь провести в самое ближайшее время. Для этого нам понадобится буквально один овощ. Давайте вместе с вами далее, друзья, все более подробно разбираться. Не игнорируйте это видео, обязательно досмотрите до конца. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите высокие цели для того, чтобы ставить перед собой амбициозные и достижимые цели. И поверьте, у вас обязательно это все получится. Итак, друзья, вы знаете, если нашу жизнь наполняют проблемы и неудачи, наша жизнь становится намного труднее, и мы не можем сразу добиться того, чего нам хочется, а порой нужно приложить для этого немало сил, фантазии, умения и постараться притянуть нужные в этот момент положительные энергии. Часто говорят, что неприятности и беда не ходят по отдельности. Там, где начинается одно, сразу появляется и другое. Так происходит потому, что на энергетическом уровне идет сбой поступления положительных энергий к нам. Для этого может быть много причин. Нам могут завидовать, могут отправлять посылы негатива, которые отталкивают положительные энергии, а также мы сами своими неправильными действиями и не соблюдая многие правила, мы можем перекрывать поступление и обновление светлых энергий в нашу жизнь. Чем больше неудач и неприятностей окружает нас, тем хуже наша энергетика становится. А если нас окружает негатив, значит он впоследствии в большом количестве притягивает такой же негатив. Плохая энергетика способна изменить нашу жизнь не в наилучшую сторону. Мы можем потерять работу, у нас могут испортиться отношения в семье, сорваться сделка, над которой мы так работали достаточно долгий период времени. Начнутся денежные проблемы, от которых будет, возможно, даже нелегко избавиться. Поэтому, чтобы не рисковать и не испортить свою жизнь, нужно сразу же избавляться от невезения и неудач, которые вы чувствуете. Поэтому следующий ритуал, который мы вам предлагаем, проводите, когда вы видите, что у вас начинаются какие-то проблемы, у вас какие-то неудачи, перестает быть понимание в семье, в коллективе, на работе. Вы видите, что вы начинаете ни с того ни с сего забывать вещи, вы можете потерять даже кошелек и так далее, и так далее. Также в вашей жизни могут происходить такие ситуации, что вы, как доверяете людям, можете кому-то ранее одалживать, а теперь вы попросили вернуть вам долг. И люди вам не возвращают долг, еще хуже, забывают, игнорируют и так далее. Поэтому следующий ритуал, обязательно его проведите. Но вы на интуитивном уровне вот почувствуйте, что да, вы готовы. Итак, что мы делаем, как его нужно проводить? Итак, первый день вам нужно взять большой кусок белой ткани или можете взять косынку и сложите в нее все в вашем доме надбитые тарелки, чашки, что есть в вашем доме. Главное, не жалейте, потому что эти вещи, эти предметы приносят в ваш дом большой вред, который и разрушает его энергетику. Также обратите внимание на то, что у вас, возможно, какие-то вещи, предметы, которые несут негативные эмоции, негативные воспоминания, впечатления. Также избавляйтесь от них, от подарков, которые вы уже видите и чувствуете, что эти подарки вас раздражают, или, возможно, вам подарили ваши недоброжелатели. Здесь нужно очень четко понимать, что все то, что вы выбрасываете, вы не просто избавляетесь от каких-то вещей и предметов, вы избавляетесь вот от неудач, от негатива, от того, что вам посылают в вашу жизнь. После этого, когда вы соберете все эти вещи, предметы, посуду и так далее, вы на энергетическом уровне это все прочувствуете. Возможно, вам даже какие-то полотенца не понравятся. Мы все отправляем в этот большой кусок ткани или косынку. После этого завяжите на 3 узла. После выйдите на улицу и трижды киньте об землю и проговорите при этом такие слова:
Посуду на счастье бью, неудачи из дома и беды уберу. Каждый черепок на себя негатив соберет и из дома моего его уберет. Их тут оставляю и больше к себе не подпускаю. Проделав это, выбросите ваш узелок в мусор и уходите домой, не оборачиваясь. Зайдя домой, трижды обязательно вымойте руки и при этом проговорите такие очень важные слова. С рук негатив смываю, его не принимаю. Проделав это, сразу идите отдыхать. Ни о чем не думайте. Если есть возможность вообще искупаться, это будет вообще идеальный вариант. И, пожалуйста, помойте волосы. Далее, что мы делаем? На следующий день собираем все наши старые рваные вещи. Далее выйдите на улицу и сожгите их, при этом проговаривая такие слова. Старые вещи сжигаю, все негативные энергии из себя и из дома своего убираю. Может быть такая ситуация, что вы не можете сжечь старые рваные вещи. Что в таком случае делать? В таком случае вот вы выбрали те вещи, которые вас раздражают, которые вам не нужны, которые порваны и так далее, и так далее. Что мы делаем? Мы берем ножницы, только берем хорошие ножницы и все это режем на мелкие кусочки. В этот момент представляете, что вы разрезаете ту энергию, ту пленку, которая вам мешает двигаться и развиваться в том направлении, в каком вы хотите. После этого, когда вы все разрезали, собираем в черный пакет и выносим на улицу и выбрасываем мусорку. Возвращаемся домой, делаем соляной раствор и ополоснитесь ним. Так вы полностью берете негатив из своей жизни, а неприятности, проблемы уйдут из нее. Далее, друзья, у нас наступает третий день. А в третий день возьмите картошку, хорошо ее вымойте так, чтобы на ней совсем не было грязи. Даже если вы покупаете картошку в супермаркете, все равно ее хорошенько промойте под проточной водой. Далее выходите на улицу и разрежьте ее пополам. Одной половиной вытрите район солнечного сплетения, ладони, хорошо лицо, шею, щиколотки, пятки. Затем выбросите картошку через левое плечо и при этом скажите такие слова. Все беды и неприятности убираю, для положительных энергий место освобождаю. Затем возьмите вторую половину картошки, сделайте ней 3 круга над своей головой и проговорите при этом такие слова. Через этот энергетический поток все хорошее в жизнь мою придет, неудачи уберет, только положительные и приятные события с этого момента вокруг меня происходят и удачу ко мне приводят. И выкиньте эту половинку над своей головой. Далее возвращаемся домой. Когда будете возвращаться домой, ни с кем не разговариваем, не общаемся. Когда вернулись домой, не умываемся и ложитесь отдыхать. Утром уже следующего дня, когда вы проснетесь, вы будете чувствовать себя совсем по-другому. Сон будет сладким, настроение ваше обязательно улучшится, будет энергетический прилив. Вы будете чувствовать, что готовы на новые свершения и что у вас обязательно все будет получаться. Следующим этапом, проснувшись утром, возьмите 3 свечи белого цвета и установите их на пол. Затем возьмите стакан с проточной водой, положите в него ложечку меда, трижды расколотите по часовой стрелке, далее станьте между свечами, выпейте приготовленную воду за 3 раза и проговорите при этом такие, пожалуйста, слова. Удачи, счастье, приходите, жизнь мою собой наполните. Светлыми энергиями все вокруг себя заполняю, все проблемы и неприятности позади оставляю, все свои дела с успехом завершаю. Выпив воду, берите каждую свечу по очереди и по часовой стрелке делаете каждая из них круг вокруг себя. Первый вокруг головы и спускайтесь к шее. Второй начинайте от шеи, спускайтесь к груди и к талии, а третий от талии к ступням.
Первый круг. Проговаривайте такие слова. Только нужные мысли голову мою заполняют, для негатива места не оставляют. Все задуманное осуществляю и жизнь свою удачей наделяю. Второй круг. Проговаривайте следующие слова. Для энергетических посылов место освобождаю и от различного негатива защиту выставляю. Третий круг. Проговаривайте следующие такие слова. С этого момента только в правильном направлении шагаю и на каждом шагу приятные моменты обретаю. Для неприятностей, проблем, бед и неудач места не оставляю. Проделав это, дайте, пожалуйста, свечам догореть. Затем выбросите их в разных местах, но подальше друг от друга. Как вы видите, девочки и мальчики, это достаточно сильный ритуал, который поможет вам изменить свою жизнь в лучшую сторону, и вы сможете избавиться от череды неприятностей, от бед, неудач, которые тянулись за вами на протяжении долгого периода времени. В течение первого месяца к вам начнут поступать выгодные предложения, связанные с карьерой. Обязательно соглашайтесь, не переживайте, благодаря этому вы перейдете на новый жизненный этап. У вас появятся новые приятные знакомства, вас начнут окружать хорошие и позитивные люди, которые своим присутствием будут наполнять вашу жизнь положительными энергиями и этим укреплять ваше биополе. Если у вас нет второй половины, она у вас обязательно появится. Те денежные проблемы, которые присутствовали, также уйдут из вашей жизни, а денежная энергия заменит их и сделает ваше финансовое положение обязательно стабильным. Вместо той посуды, которую вы использовали в ритуале, вы можете купить новую, которая именно будет радовать вас и приносить положительные эмоции. На место старой одежды придет обязательно новая и современная. Попытайтесь одновременно и стиль изменить. Это поможет вам начать абсолютно новый этап в вашей жизни. Избавляйтесь от всего старого. Это простое правило, и на его место придет обязательно что-то новое. Принимайте обязательно все, что начнет поступать в вашу жизнь с благодарностью, и со временем станет только всего больше. Но не забывайте в этот период заниматься благотворительностью и помогать окружающим вас людям. Вы должны понимать и то, что благодарность — это не всегда деньги, как многие думают, потому что даже доброе слово, сказанное другому человеку, вернется вам, потому что добро делают чудеса. В этом еще в большей степени сможете очень скоро убедиться. Исправляйте все, что вас не устраивает, и не останавливайтесь на месте, потому что удача, счастье, благополучие, богатство, любовь будут обязательно постоянно в вашей жизни. Не бойтесь это все практиковать, не бойтесь это все принимать, пробовать. Кроме того, после проведения этого ритуала в вашей жизни могут появиться интересные знаки. При этом у каждого они будут разные. У кого-то придет какое-то интересное предложение, у кого-то будет что-то такое вот очень важное для него. И бывает так, что люди о чем-то очень переживают, беспокоятся и не знают, как это привлечь в свою жизнь. Но помните о том, что высшие силы, для них важно, чтобы в вашей жизни все было в балансе, было в гармонии. И тогда ваша жизнь, конечно же, будет меняться. Иногда нужно над этим работать. Но когда вы начинаете работать, вы и обязательно сможете многое изменить в своей жизни. Ведь помните о том, что если вы начинаете двигаться в том правильном направлении, то Вселенная также пытается помочь вам. Поэтому вот прямо после просмотра этого видео с завтрашнего дня, можете с сегодняшнего, вот начните с ритуала с посудой и все, что связано с посудой и кухонными принадлежностями. И обязательно вот начните проводить. И вы увидите, вот что уже на первом даже этапе ваша жизнь начнет по-другому меняться. Иногда это сложно, иногда людям непонятно, как это сделать. Но помните о том, что ваша жизнь, она будет меняться только в том случае, если вы будете готовы что-либо менять. Если вы игнорируете простые правила и не знаете, как вам что делать, помните о том, у вас есть интуиция, у вас есть сердце, у вас
есть ваша голова, с помощью которой вы мыслите, думаете и так далее. Помните о том, что Вселенная, бывает так, что многие вы вот пишете в комментариях, а вот я попросила, а мне Вселенная этого не дала, а вы тут так рассказываете мило, красиво о волшебстве. Вы должны понимать и то, что вы просите, не всегда это вам нужно на данном этапе жизни, потому что бывает так, что человек не понимает, для чего это ему нужно, а ему нужно, потому что у его соседки это есть техника или что-то еще. Но Вселенная, наоборот, старается это притормозить, не разрешить, потому что человек еще не готов. Возможно, будут какие-то ситуации, которые будут показывать, что на данном этапе эта вещь не нужна. Да, иногда это обидно, больно, потому что все мы с вами живем в материальном мире и хотим иметь это в данную минуту, в данную секунду, но не всегда, друзья, это так нужно. Помните, пожалуйста, об этом. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас в комментарии напишите высокие цели для того, чтобы ставить перед собой амбициозные и достижимые цели. И поверьте, вы обязательно их достигнете. Ну а прямо сейчас на экране вы видите, друзья, два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.